Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Виктор Леонидов. Выбирая компактный бинокль, потребитель часто желает видеть за умеренную цену модель, сочетающую в себе эргономику, качество механики, а также такие характеристики, как широкий угол зрения и качественное покрытие оптики. Сегодня мы с вами познакомимся с одним из таких биноклей от компании Konus, модели Emperor 10×42 WA. Это твоя игра. Именно таким слоганом приветствует нас красивая и красочная коробка, которая пестрит картинками, говорящими нам о предназначении бинокля. Откроем ее и убедимся, так ли это. Открыв упаковку, сразу обнаруживаем в ней шейный ремешок. Нельзя сказать, что он выполнен с прицелом на максимальный комфорт при контакте с шеей наблюдателя. Но при этом, имея среднюю ширину, ремешок все же внушает надежность и невозможность потери бинокля. Сумка бинокля имеет довольно простой дизайн. Выполнена она из плотной синтетической ткани с прослойкой амортизирующего материала. Снаружи сумки имеется неширокий наплечный ремешок с пластиковыми карабинами. Внутри ее располагается кармашек для салфетки. Закрывается сумка на широкую липучку. В основании конструкции бинокля положен легкий алюминиевый сплав, а также пластик. Снаружи корпус обрезинен. Для водозащищенности внутри бинокль заполнен азотом, что предотвращает запотевание оптики при перепадах температуры и влажности окружающего воздуха. Вес бинокля составляет 740 грамм, что субъективно может быть предпосылкой хорошей механики. Благодаря применению ROV-призм габариты бинокля сведены практически к минимальным. С закрытыми крышками его длина составляет около 130 мм. Объективы и окуляры бинокля защищены мягкими резиновыми крышечками. Крышка окуляров сдвоенная с петлей крепления к шейному ремешку. Объективные крышки крепятся к тубусам бинокля при помощи резиновых колец. Отметим, что при наблюдениях сверху вниз практически не требуется удерживать их для исключения перекрытия обзора. Естественно, что данная модель имеет на центральной оси гнездо крепления штативного L-адаптера. Доступ к гнезду немного затруднен из-за особенностей оптической схемы, но при этом не стоит забывать о предназначении бинокля в первую очередь для активных наблюдений с рук. Фокусировка данной модели общая, центральная. Обрезиненное колесико имеет в меру тугой ход. Вместе с остальными деталями механики центральной оси оно говорит нам об отличном качестве без перекосов, люфтов и подвижек. Минимальная дистанция фокусировки для данного бинокля весьма мала и находится в пределах 2,5 метров. Правый окуляр традиционно оснащен кольцом диоптрийной подстройки. Оно вам поможет отрегулировать бинокль под индивидуальные особенности зрения путем вращения кольца в плюс или минус. Стоит отметить, что ход кольца несколько туговат. Межзрачковое расстояние регулируется в пределах от 57 до 72 мм. Оптическая система с кратностью увеличения в 10 раз имеет качественное многослойное просветляющее покрытие всех поверхностей типа FMC. В совокупности с ROV-призмами из стекла BAK4 оптика бинокля обеспечивает отличное светопропускание. Окуляры данной модели с выходным диаметром зрачка в 4,1 мм построены по сверхширокоугольной схеме. Это позволяет достичь хорошего поля зрения. Отметим, что окуляры снабжены наглазниками с плавной ступенчатой регулировкой высоты, которые подойдут и для людей, носящих очки. Реальное тестирование показало картинку, обладающую отличной резкостью и натуральной цветопередачей. Ближе к краю поля наблюдается едва заметное кольцо с переходом яркости изображения, а также незначительная дисторсия. Однако стоит отметить весьма неплохую глубину резкости бинокля. Хроматическая аберрация в данной модели неплохо исправлена и не вносит сильных цветовых искажений в изображение. Естественно, присутствие малого астигматизма. Его проявление можно заметить примерно с 80–85% поля зрения. Поле зрения бинокля составляет 98 метров на километр или 5,6 градуса в угловом эквиваленте. Это неплохо.
но и не является наилучшим показателем в своем сегменте. Размер выходного зрачка и фактор сумерек данной модели располагают больше к дневным наблюдениям и в легкие сумерки. Итак, подведем итоги нашего обзора и традиционно первым делом о механике бинокля. Видимых дефектов, люфтов, а также неплотных прилеганий покрытия обнаружено не было. Модель обладает несколько большим весом по сравнению с некоторыми собратьями, однако это вполне компенсируется качеством механических узлов. Говоря об оптике, в первую очередь хочется обратить внимание на естественность и резкость картинки, практически на 97% поля зрения. Во многом это заслуга качественных руф призм и многослойного просветления. Также порадовали широкоугольные окуляры, а вот линейное поле зрения бинокля хотелось бы видеть немного большим. Говоря в целом о бинокле, хочется отметить его довольно привлекательную цену. И как вы уже успели убедиться, данная модель весьма качественно выполнена как в механической, так и оптической части. Поэтому может быть смело рекомендована для туристов и натуралистов. С вами был обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!